Здравствуйте, друзья! Я решила сделать маленькое и не очень типичное для моего канала видео. Я сейчас нахожусь в отпуске. У меня получился маленький пятидневный отпуск, и я поехала на йога-ретрит, штат Массачусетс. Вот смотрите, какая вокруг меня красота. Это лес. Так что я вам сейчас расскажу о своем отпуске. Так, сейчас я только пойму, в какую сторону мне нужно идти, потому что я тут пришла на развилку. Вот такую. Две дороги. И куда мне поворачивать, вправо или влево, пока не знаю. Сейчас посмотрю на Google Maps. Секунду. В общем, я в Массачусетсе уже 5 дней. Я сюда приехала в довольно известный йога-центр. И 5 дней наслаждалась природой, отдыхала, слушала птичек, смотрела на цветочки, рисовала. То есть сделала все то, чего в Нью-Йорке мне очень не хватает. А сейчас, вот через буквально 3 часа, я уже поеду обратно в Нью-Йорк. Но я решила прогуляться до ближайшего городка. Он называется Ленокс. Мне моя одна знакомая сказала, что там есть очень вкусные, не могу сказать, очень вкусные круассаны в одной французской кондитерской. Вот я иду проверить. Круассаны я стараюсь не есть, но, конечно, люблю. Не знаю, кто не любит круассаны. Так что пойдемте проверим, насколько вкусные и французские действительно круассаны делают в городе Ленокс, в штате Массачусетс. Не знаю, видите вы или не видите. Вот, так, наверное, видите. Мы входим в Ленокс. Я думала, что это гораздо дальше. А это на самом деле и не так далеко. Но до кондитерской мне еще идти, наверное, минут 25. В общем, я вышла на какую-то оживленную трассу. Там вот ездит куча машин неожиданно. Я их немножко боюсь, поэтому стараюсь идти по травке. А в травке, наверное, клещи. Клещи — это ticks. И клещей я тоже боюсь, так что не знаю, чего я боюсь больше. Ой, Господи. Вот такой я, короче, городской житель. Непонятно, куда забрела. Так. Сейчас буду выбираться. Вот почему я иду. Какая-то густая трава. Ай, мамочки. Что я делаю? Непонятно. Фух, я вышла. Спаслась и от клещей, и от машин. Слушайте, ну посмотрите. Просто посмотрите на эту красоту. Ездят, конечно, машины, но вон какая-то гора. Вон пасутся гуси. Этого всего в Нью-Йорке мне, конечно, не хватает. Слушайте, ну пока я иду, расскажу вам одно интересное наблюдение, которое я сделала на этом ретрите. Суть в том, что на этом йога-ретрите, а я приезжаю в это место уже 3-й раз, именно наполниться энергией. Так вот, там есть правило, что нельзя пользоваться мобильными телефонами. Да? Ну, есть какие-то места, в которых можно позвонить там или поработать, куда можно принести ноутбук. Но в основном просят сделать детокс. И вот у меня, по сути, получился 3-дневный полный детокс от мобильных телефонов, от компьютеров. То есть я открывала компьютер там на 5 минут, отправить кому-то курс, да, задание по курсу.
по Russian Cases Bootcamp, проверить какие-то домашние задания, ответить на имейлы и все. И вы не представляете, насколько это классное чувство, когда не нужно каждые 5 минут смотреть телефон, когда не открываешь Инстаграм, когда не проверяешь Facebook, не смотришь почту. И потом через 3 дня через 3 дня мне нужно было поработать немножко. И я засела в компьютер, наверное, на час. И, господи, поняла, как это засасывает, да? То есть засасывает, это sucks you in. Насколько компьютер засасывает в себя, что я очнулась просто через час, что случилось, где случилось, и сразу какой-то упадок энергии, да, то есть энергия упала. В общем, хорошо, что есть телефоны и компьютеры, но очень классно делать иногда передышку и ими вообще не пользоваться. Я не знаю, есть у вас такая проблема или нет. Зависимость, addiction, да, зависимость, хорошее слово. Есть ли у вас зависимость от телефонов, компьютеров? У меня, наверное, немножко есть, потому что я постоянно в телефоне, постоянно в компьютере. В силу работы, и не только работы, к сожалению, да, то есть постоянно смотришь какой-то Инстаграм, постоянно смотришь что-то на Ютубе, на Фейсбуке, вместо того, чтобы почитать книжку. Машины мне мешают, портят мне звук, но я надеюсь, что вы меня слышите. Так вот, поделитесь со мной в комментариях, пожалуйста, есть ли у вас зависимость от техники, от телефонов, от ноутбуков, от компьютеров, и как вы с этим справляетесь. Давайте будем помогать друг другу вместе. И мы вчера тоже обсуждали эту тему телефонной зависимости, интернет-зависимости с другими людьми за столом. И одна женщина мне показала свой телефон, и она, знаете, такую интересную штуку сделала. Телефон стал черно-белым. То есть в любом айфоне, я так понимаю, есть настройка, setting, настройка, которую ты можешь поменять, и твой экран станет черно-белым. То есть пропадает весь сок из этого экрана и уже не тянет по 55 раз смотреть в телефон. Как-то так. Боже, вот тянет смотреть на такое. Ну вы посмотрите, какая красота. Какая просто красота. Вот тут какая-то вон солнечная батарея, по-моему, вдалеке. Боже, ну какой телефон, да, когда ты живешь в таком месте. Вон, продают даже цветы. Смотрите. Там цветы продают. Я бы обязательно купила, потому что я очень люблю цветы. Если вы заметили, то в своих видео я люблю использовать цветы на заднем плане. Да? Задний план, background. Но боюсь, что до Нью-Йорка со мной этот букетик не доедет, к сожалению. Блин, ребят, как красиво, а? Ну это же просто сойти с ума. Друзья мои, с меня уже 7 потов сошло. Запомните хорошее русское выражение. 7 потов сошло. Это означает, что я вся уже мокрая, потная, уставшая. Иду уже 40 минут, но, кажется, я пришла. Прервемся на красоту. Минутка красоты. Просто послушайте, да? Я пришла в центр Ленокса и, кажется, сейчас выйду на главную улицу. Сейчас вам покажу. Ну что, вот он, Ленокс. Наверное, довольно типичный
маленький городок американский. Вот такой. Вот. Как это по-русски называется? Мэрия, наверное. 1901 год. Красивые цветы. Так, ну и где же моя французская пекарня? Хочется мне узнать. Пожарные траки есть? Какие-то магазинчики есть? А пекарни нету. Так, пойдемте дальше на поиски моей кондитерской. Где там ждут меня круассанчики? Так, ну у меня большое подозрение, что куда-то вот туда мне идти. Пойдем. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет, да? Уж тем более тот, кто ищет вкусные круассаны. Так, ну что, вот он, центр города. Я так понимаю. Надеюсь, что я правильно понимаю. Ого, привет! Нам вот туда. А вот и наше кафе. Ура! Поехали. Упс. Вот как-то так. Вау. Друзья мои, ну что я хочу сказать? По-моему, я удачно зашла. Я буду вот эту штуку. Ну, в общем, круассанов тут не обнаружилось, но обнаружилась вот такая вкусная, я надеюсь, штука. И я взяла вот такую чашку кофе с молоком горячим. Расскажу вам смешную историю, которая со мной случилась. Значит, этот кофе с молоком по-английски называется кафе алей. Точнее, так он называется по-французски. Да? Это французское слово. И я очень люблю этот вид кофе и всегда его заказываю. И почти что каждый раз у меня большие проблемы с этим, потому что по-французски я не знаю ни слова, и французский акцент воспроизвести никак не могу, чтобы сказать кафе алей как-нибудь. Я даже не знаю, как это правильно сказать. Так что, если у меня есть французы или франкоговорящие люди в аудитории, скажите мне, пожалуйста, научите меня правильно заказывать кофе с горячим молоком. Никак у меня не получается. Ну, в общем, один раз я была в поездке в маленьком американском городке, часах в 3 от Нью-Йорка. И я зашла там в кафе и заказала, как всегда, себе вот этот кафе алей. Молодой человек, наверное, не был привыкшим к акцентам, а я говорю по-английски с акцентом, а тут мне еще нужно сказать французское слово по-английски. В общем, он совсем мое кафе алей не понял. И он говорит, что, извините? Я говорю, ну мне кафе алей дайте, пожалуйста. И пытаюсь объяснить, что это горячее молоко, то есть steamed milk. А у меня иногда по-английски steamed milk звучит как skimmed milk. В общем, полная ерунда получается. Я говорю, ну, молодой человек, дайте мне, пожалуйста, кафе алей. Уже говорю по словам, четко говорю. Он говорит, хорошо. И через 5 минут приносит мне chamomile tea, ромашковый чай. То есть у него кафе алей как-то стало похоже на chamomile tea. Ну, я ничего, конечно, не сказала. Взяла свой ромашковый чай, который я терпеть не могу. Вообще не могу пить ромашку. И пошла его спокойно пить. Вот такая была у меня история. Но тут меня, слава богу, в этом кафе меня поняли и дали мне то, что я хочу. Ну, я, конечно, обожаю такие места, такие маленькие кафешки. Вот смотрите, какая лампа здесь милая. Я очень люблю работать в таких местах, когда я пишу курсы, какие-то программы, какими-то творческими вещами занимаюсь. Я довольно часто это делаю. Я всегда прихожу в какое-нибудь такое милое кафе
Меня это очень вдохновляет. Вот интересно было бы с вами поговорить на эту тему, что вас вдохновляет, что помогает вам работать, творить. Важно ли вам, в каком месте вы находитесь? Вот для меня очень важно, где я нахожусь. Если меня не вдохновляет место, то работать я прям не могу. Так, ну что, кофе попили, круассаны не поели, но поели кое-что получше. Вот, смотрите, какая штука. Медитативная. Реально здорово. В общем, пошла я обратно в свой йога-центр. В Нью-Йорк мне выезжать уже часа через полтора. Так что я направляюсь обратно. Ну что, подводя итоги, 3 вопроса у меня к вам есть. Первое – это как у вас обстоят дела с интернет-зависимостью. Страдаете, не страдаете, боретесь, не боретесь, как справляетесь. Второе – это что вас вдохновляет, например, какое место для работы вас вдохновляет. И третье – как по-английски правильно мне научиться говорить кафе LA. И, кстати, chamomile tea. Не знаю, chamomile или chamomile. Что-то я никак не могу понять. Так что, если хотите на эти темы поболтать, то пишите, пожалуйста, в комментариях ваши мысли. Я все прочту с удовольствием и с большим удовольствием вам отвечу. Ну вот и все, наверное, на сегодня. Спасибо большое, что скрасили мой поход за кофе с не круассанами, а с чем-то другим. Не знаю, как называлась та булочка. Но мне было очень интересно это видео для вас записывать. Надеюсь, что вам будет его также интересно смотреть. Вот и все на сегодня. Увидимся в следующем видео. Спасибо. Пока.